Санкт-Петербург, 4 мая, автобус полный пассажиров, обычный городской рейс и внезапный взрыв агрессии. Мужчина неславянской внешности после замечания от пенсионера начал оскорблять пассажиров по национальному признаку, а затем избил пожилого человека. Казалось бы, уголовное дело – вопрос времени, но все оказалось не так просто. Как развивались события? По сообщениям СМИ и телеграм-каналов, конфликт начался с банального. Пенсионер сделал замечание, вероятно, за нарушение порядка или поведения. В ответ мужчина начал кричать, оскорблял пассажиров по национальному признаку, высказывая угрозы. В итоге перешел к физическому насилию, избив пенсионера. Ситуация моментально попала в соцсети. Свидетели публиковали видео, описание, призывы привлечь дебошира к ответственности. Возбуждение дела и странная отмена. Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Статья 213, часть 1. Но тут начинается самое удивительное. Прокурор Невского района Рагимов Рустам Агаммадович отменяет постановление о возбуждении дела. Решение вызывает возмущение у жителей города и общественности. Как можно закрывать глаза на открытое хулиганство, оскорбления и побои? Какова реакция Центра? Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично вмешивается, дает указание повторно возбудить уголовное дело, поручает исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Олегу Бабкову подготовить доклад о ходе и результатах расследования. Ставит исполнение на контроль в центральном аппарате СК России. Это показывает, ситуация вышла за пределы обычного бытового конфликта. Дело приобрело статус федерального контроля. Что-то здесь не сходится. Почему прокурор отменил возбуждение дела? Почему понадобилось вмешательство руководителя СК страны, чтобы восстановить очевидную справедливость? Были ли попытки давления или вмешательства диаспоры, чтобы урегулировать конфликт без суда, как это, к сожалению, иногда происходит? В социальных сетях все чаще звучат предположения, что диаспоры организованные, ресурсные и влиятельные иногда стараются сглаживать конфликты, предлагая компенсации или оказывая давление на потерпевших и местные власти. В результате уголовные дела разваливаются, обидчики уходят от ответственности, а общество остается с ощущением беззащитности. Юрист и правозащитник Дмитрий Борисов сказал: «Это очень опасный прецедент. Если бы не резонанс, мужчина, избивший пенсионера, мог бы вообще не понести наказание. Случай показывает, что региональные прокуроры либо перегружены, либо не готовы противостоять. Хорошо, что вмешался Центр, но плохо, что приходится доходить до этого уровня». Этот случай не просто про один автобус и одного пенсионера. Он про общественное доверие к правосудию, безопасность в общественном транспорте, равенство всех перед законом, независимо от происхождения и статуса. Если люди начнут думать, что свои могут договориться уйти от ответственности, это прямой путь к росту напряженности, недоверию и стихийному правосудию. Сначала оскорбления и побои, потом отмена дела, теперь личный контроль главы СК. Петербургская история с избитым пенсионером – это тест на устойчивость правосудия. Покажет ли власть, что перед законом все равны, или история снова уйдет в разряд замятых? Следим за ходом расследования и обязательно расскажем о том, как закончится это дело и какие выводы сделают власти.